Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами обсудим 3 новых оттенка теней для век The One с голографическим эффектом и с матовым, но при этом переливающимся финишем. Посмотрим сводч на руке, и один из оттенков я нанесу на веки. Если вам это интересно, поехали! Голографический макияж глаз предлагает нам сделать лимитированная коллекция The One. И я уже показывала в телеграм-канале Баблик своем, как эти тени бликуют на руке под солнечным светом и под разными ракурсами. Это очень интересный эффект, как один и тот же оттенок может показывать яркий эффект дуохрома, и переливающиеся и медные, и зеленые, и фиолетовые оттенки под изменением ракурса выглядят совсем другими цветами. Итак, первый оттенок 47504. Это переливающийся медный. В стике мы видим, что здесь есть и розовый цвет, и медный. Настолько это интересное сочетание, и даже вот в палочке карандаша это выглядит очень эффектно. При нанесении на руку, в принципе, очень много я вижу комментариев на эту тему. Какое же здесь покрытие? Oriflame так и заявляет, что здесь покрытие от прозрачного до среднего, в зависимости от того, как вы будете наслаивать, какая будет подложка у ваших теней. И вот сейчас я нанесла на руку, и я вижу, что под одним ракурсом я держу руку, это медный оттенок, золотистый. Если я чуть-чуть поворачиваю, то сразу же вот этот медный переходит в розовый. Это такая красивая игра цвета, мне безумно нравится. И вот этот оттенок лег на руку у меня достаточно хорошо. Даже если где-то есть проплешины, то в принципе таким точечным нанесением можно эти проплешины закрыть. Каталог никоим образом не передает вот эту игру оттенков, потому что в каталоге я вижу на картинке это просто медный цвет, но по факту это просто какая-то детская голографическая картинка. Следующий оттенок теней 47505, это перламутровый зеленый, и здесь, знаете, такой эффект, если вы видели когда-то ракушки внутри, то есть они как бы перламутровые, но внутри мы видим какие-то блики морского зеленоватого оттенка, и в этом стике они как раз прослеживаются. Наносим на руку, и да, мы видим опять же этот белый оттенок. Здесь, кстати, тоже вот слегка плешивит этот цвет. Надо наносить сразу быстро, легкими движениями, не нажимая, и тогда будет ровнее ложиться, но по факту укладывать его на веки все-таки вам придется. Будьте к этому готовы. Но за такой голографический эффект, если вы его хотите, можно и чуть-чуть потрудиться. Объем каждого карандаша 1,2 грамма, и страна-производитель Италия. Молодцы итальянцы, интересный продукт для нас сделали. И еще одна палочка, тоже, кстати, выглядит белой с отливом, но в этот раз в лилово-фиолетовый. Это 47506, мерцающий лиловый. Вот на картинке каталога, кстати, предыдущий оттенок и этот выглядят очень плотными. По факту такую плотность мы можем наблюдать разве что под определенным углом света, либо если мы кладем эти тени на подложку, потому что если этот глазик, который вот сфотографирован на странице каталога, развернуть под другим ракурсом, то уже мы будем видеть полупрозрачную текстуру. Поэтому вот это заявление, что нанесение от полупрозрачного до среднего, я думаю, это имеется в виду не наслаивание, а разный ракурс. Будет выглядеть этот продукт по-разному. Ну что, давайте нанесем лиловый, и вот такая же история, как и с предыдущим оттенком. Кстати, вот при измене ракурса уходит в розоватый, в фиолетовый, и даже есть такой небольшой золотистый эффект. И вот смотрите, что интересно, первый медный оттенок, он прямо резко может уходить совсем в другую палитру, в розовую, а вот эти два, ну это прям вот ракушка, которая переливается либо зеленым, либо лиловым. Ну что, какой будем наносить цвет на веки? Давайте я попробую нанести медный. Он, на мой взгляд, самый
Интересно. Давайте на один глаз такой, а на другой глаз, например, возьмем зеленый, который уходит в цвет морской волны. Буду наносить прямо на все веко, без каких-то там тушевок, танцев с бубнами, чтобы мы с вами посмотрели, как выглядит этот цвет непосредственно уже на коже век, потому что мы все с вами знаем, что одно делает рука, плотность нанесения, плотность кожи, совсем другое дело это века. Говорит Oriflame, что можно нанести на линию роста ресниц, но мне кажется, что мы этот продукт там даже особо не рассмотрим. Он предназначен именно играть либо соло, либо в паре со своими дружками из этой же коллекции. Ну вот, если повернуться там одной стороной, то вообще практически ничего не видно на веке. Надо признать, что не плешивит. Вот сейчас при нанесении легли эти тени очень ровно. Поворачиваешься другой стороной, видишь плотное такое переливающееся перламутровое покрытие. Но медного мало все равно. Я вот вижу в этих тенях очень мало медного, гораздо больше я вижу здесь розового. То есть медный переливается розовым. Давайте на второй глаз я нанесу зеленый цвет, который вот в стике прямо белый, с вот этим ракушечным отливом. А на веки, как будто я кладу на белых тенях такие блески цвета морской волны. Тоже наношу на все веко специально, чтобы мы могли с вами представлять себе, в принципе, как выглядит этот оттенок. Конечно, этот цвет предназначен, на мой взгляд, для подвижного века, но давайте посмотрим во всей своей красе, как он переливается. Ну, слушайте, мне кажется, что покрытие все-таки полупрозрачное. Хочу сейчас прибить немного светлыми тенями, матовыми, вот эти тени, потому что под рукой у меня сейчас нет средства для снятия макияжа, и наложить уже сверху вот на матовые тени. Мне будет очень интересно посмотреть, как эти голографические тени поведут себя. Вот, сейчас я создала, ну, так называемую подложку, и беру опять те же самые оттенки и накладываю уже на матовые тени. И мне кажется, что вот хочу прям вот только на подвижное веко нанести. Вот, мне кажется, вот в таком варианте, если вы сначала нанесете какие-то тени, а потом уже вот этот голографический продукт, мне кажется, уже будет история гораздо более выразительная. И вот с одной стороны также я положила медный, а с другой стороны кладу зеленый. И получаем мы благодаря подложке те же самые переливы, перламутры, мерцания, но уже более эффектное и привлекающее взгляд. Вот такие 3 новых голографических оттенка с эффектом дуохрома теней для век The One. Какой из них вам больше всего понравился? Планируете ли вы их к покупке? Обязательно делитесь в комментариях. Ставьте лайк, если вам был интересный и полезный мой обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение, посмотреть новые видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.